Мэрей Дарк. Эта актриса французского кино как-то незаслуженно стороной прошла мимо российского, тогда еще советского зрителя. В то время мы восхищались совсем другими актрисами, бойкими, дерзкими, раскованными, как Бриджит Бардо, а наряду с ней Фанни Ардан. А позднее приходили в восторг от Эммануэль Биар, Изабель Аджани, Ан Парио, Эммануэль Сенье. А вот Мирей Дарк стояла особняком, да и фильмов-то с ней было не так уж и много. В основном мы помним ее по фильму «Высокий блондин в черном ботинке», где она невероятно хороша в черном узком платье с огромным вырезом на спине, практически перетекающим в пятую точку. Ну и пара фильмов, где она сыграла с Делоном незаслуженно маленькие роли. Например, «Смерть негодяя», где вовсю блистала восходящая звезда Арнелла Мути, а Мирей оставалась в тени. Кстати, видео «6 неизвестных фактов» о красавице-актрисе Арнелле Мути вы можете посмотреть на канале. Ссылку оставлю в описании под видеороликом. Но вернемся к главной героине этого сюжета. В жизни Мирей Дарк также была необычайно скромна, никогда не выпячивала себя, не тыкала себя в грудь. А на минуточку, кроме актрисы и модели в раннем возрасте, была еще сценаристом и режиссером. И как раз сценарий писала для своего возлюбленного, можно сказать, любви всей своей жизни Алена Делона. Кстати, и здесь любила тихо, без всяких страстей на показ, оставаясь всегда в тени. Мы знаем про многие его романы. Трагичный с Роми Шнайдер, видео о котором, кстати, тоже можно посмотреть по ссылке в описании. Страстный и где-то криминальный с Натали Делон, полный драматизма с Патрисией Касс. А вот про роман с Мирей мы не знаем практически ничего. Знаем только, что эти отношения длились очень долго, почти что 15 лет. Ни с одной женщиной он не жил столько времени. Я думаю, что этот роман продлился так долго только благодаря скромности Мирей. Она была для него удобна и ничего не требовала взамен. Была для него гаванью, куда он возвращался после своих мимолетных интрижек. Мирей стала помощницей Делона по бизнесу, моталась по Европе, заключала договора и искала помещение для новых магазинов. Также она снялась с ним в 6 фильмах и намеренно ушла в тень, уступая первую скрипку своему возлюбленному. Мирей была необычайно тактична. Француженки вовсю старались подражать ей, копировали ее прическу, стиль и одежду. Высокая, стройная, элегантная, она как бы ознаменовала собой новый тип женщин – этакий «шерше ля фам». В конце 70-х у актрисы наступают черные времена. У Мирей с рождения было слабое сердце, и как раз в этот период приступы становятся все чаще. Медлить с операцией было нельзя, и в самый ответственный для нее период Делон говорит о расставании, мотивируя тем, что она не может иметь детей. На самом деле все гораздо проще. Он оставил ее ради молоденькой Ан Парио. Пара расстается, и, как всегда спокойная на людях, Мирей ни одним мускулом не выдает, что творится у нее в душе. Даже близкие не догадывались, какая душевная пустота у нее образовалась. В этот период она попадает в страшную автомобильную аварию, и то, что в искореженном автомобиле ее находят живую, просто чудо. Врачи буквально собирают ее заново. Проведя не один месяц в больнице, Мирей учится ходить. И нужно отметить, что Делон в это время находится с ней и делает все необходимое, чтобы она выздоровела и захотела жить дальше. Но как только сняли последний гипс, он со скоростью ветерка опять покинул свою бывшую возлюбленную. После 1984 года актриса перестала сниматься. Она посвящает себя фотографии, увлекается астрономией, продолжает писать сценарии. В 90-м году она приходит на телевидение как режиссер-документалист, а в 2005-м она становится рыцарем почетного легиона. Вот что сама актриса говорила в тот период. «Я научилась жить в одиночестве, поняла, что радоваться жизни можно и тогда, когда нет всепоглощающей страсти». Спустя много лет Мирей столкнется с Делоном на съемочной площадке еще раз. За спиной у нее будет 2 замужества, но сердце по-прежнему будет отдано только одному человеку. Умерла актриса в Париже в 2017 году, опять же, после перенесенной операции на сердце.